Приветствую! И сегодня мой обзор фена Super Hair Dryer. Хотя мне лично он ни к чему, я и без фена очаровашка. Приобрел его на Озон Buy за 72 белорусских рубля по ссылке, указанной в описании этого видеоролика. Это $22,5 США. Но цена там не фиксированная, в настоящее время она снижена на 7 белорусских рублей. В Минск доставили в заявленный срок через трое суток. Поставляется вот в такой картонной коробке, запечатанной в целлофан. В пункте выдачи Озон я его уже распаковал. Это копия фена Dyson, но на коробке никаких ссылок на этот бренд нет, а по-английски он называется Суперфен. На ней проиллюстрированный внешний вид фена, все его 5 насадок, функциональное назначение кнопок, а комментарии напечатаны на русском языке, то есть фен адаптирован под наш рынок. На торце вклеен стикер, на котором указаны комплект номер 2, штрих-код и цвет фиолетовый. Информация о технических параметрах в этом варианте фена не указана. Упаковка открывается как спичный коробок. Открываю, смотрим. В пункте выдачи я проверил внешнее состояние и работоспособность фена. Комплектация полная. Здесь иллюстрированная инструкция на русском языке. И визитка. В ячейке блистера уложены фен и все его насадки. Бонусом добавлен сдвоенный крюк для крепления на стене с помощью винтов или двусторонней клейкой поверхности, которая уже приклеена. Винтами и нужными дюбелями он не комплектуется. В индивидуальном пакете находится фен, а насадки без отдельной упаковки. Фен без внешних повреждений, легкий, изготовлен очень качественно, целиком из пластика. Весь корпус серый, а тыльная стенка окрашена в фиолетовый цвет в соответствии с цветовой маркировкой на коробке. Далее в комплекте 2 насадки-концентратор с разными по размеру щелями. 1 большая насадка-диффузор. 1 вот такая ребристая насадка. И 1 насадка для выпрямления длинных волос. Фиксация насадок к фену быстрая и легкая с помощью магнита. Именно насадки оснащены магнитами для фиксации к фену. А в фен встроено металлическое кольцо. Не скажу, что он глобально отличается от привычной формы фена, а его технические характеристики исключительные за счет использования каких-то суперсовершенных технологий. Подключается к сети переменного тока с помощью очень качественной вилки Евростандарта на мягком шнуре из толстой силиконовой оплетки длиной в моем случае аж 2 метра 40 сантиметров. Фен переводится в рабочий режим с помощью ползункового выключателя сверху на ручке. Под ним кнопка с синей меткой без фиксации для подачи холодного воздуха при ее удержании. Ну, тут пока все стандартно. На цветной стенке имеются слева кнопка меньшего диаметра с изображением пропеллера, при последовательном многократном нажатии на которую можно выбрать 3 уровня воздушного потока. А справа находится подобная кнопка с красной меткой, при нажатии на которую можно регулировать температуру выдуваемого воздуха. Есть 4 режима, 3 режима тепла и 1 выключение горячего воздуха. Эти уровни подсвечены 3 светодиодами, расположенными выше указанных кнопок. Я проверил, все режимы этого фена работают. Для ионизации нужно понизить температуру воздушного потока. В небольшой инструкции сказано, что максимальная температура воздушного потока достигает значения 105 градусов Цельсия. Температурные датчики, установленные в обмотке нагревателя, разрывают питание при значении 145 градусов Цельсия. Там же есть предупреждение о том, что если мерцают белые светодиоды, указывающие уровень воздушного потока, то требуется почистить фильтр. Если же мерцают красные светодиоды, сигнализирующие о температуре, то нужно уже связываться с технической поддержкой. Есть какая-то неисправность. При работе фен не стал тише, просто звук выдуваемого воздуха отличается от стандартного.
А это обусловлено тем, что мотор установлен в ручке, что обеспечило смещение центра тяжести в нее. Пользоваться стало удобнее. Таким образом изменился канал, по которому двигается воздух, и, соответственно, звук стал другим, но он присутствует. Ниже в ручке есть фильтр, металлическая сетка, через которую засасывается воздушный поток. Поворотом влево снимается верхний пластиковый цилиндр с перфорацией, что дает возможность почистить щеткой фильтр. Из недостатков отмечу только то, что ни в инструкции, ни на коробке не указана мощность этого фена. В общем, к покупке это устройство для сушки и укладки волос я рекомендую. Главное его достоинство – очень низкая цена при богатой комплектации. Кроме этого, качественное изготовление, все пластиковые элементы без облоя, заусенец и прочих дефектов литья. Удобство пользования и быстрая доставка. Будьте красивыми и встретимся на канале в новых видео. Всем пока!